Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и часто вы меня спрашиваете, где я приобретаю товар для творчества. Так что про один из этих магазинов я вам сегодня расскажу. Магазин называется Академия рукоделия, это интернет-магазин, который находится в Украине. Поэтому все ссылки на интернет-магазин я оставлю в описании к этому видео. Ну а также у меня есть к вам такая маленькая просьба. В одном из этих уголочков будет опрос. Для меня очень важно ваше мнение. Интересно ли вам смотреть распаковку просто товара, или также в этом видео делать еще такой маленький мастер-класс из тех материалов, которые мне пришли. Поэтому жду ваших ответов, а теперь давайте приступать к тому, что мне приехало. Ну и первое, что у меня было в посылке, это ягоды. Ягод много не бывает, тем более они все такие красивые, хорошенькие. На сайте огромный выбор как и цвета, так и самих ягод. Я одни ягоды взяла гладкие, они просто покрашенные, кругленькие, красивенькие такие, все прям аппетитные. Когда-то я их делала в одном из своих топиариев, и в работе они мне очень сильно понравились, особенно для таких новогодних работ. Поэтому я каждый год их покупаю. В одном пучке получается их 40 штук, это 20 проволочек, с каждой из них находится ягодка. Я взяла себе 2 пучка, ну а также сахарные ягодки, как их называют. Они покрыты микробисером, таким мелким-мелким напылением, такое чувство, что они как будто бы заснеженные. Я тоже взяла именно для новогодних работ, взяла их зеленого цвета. Красно-зеленый, вот просто волшебный цвет какой-то, они мне похожи очень на настоящие. Также белые и 2 оттенка красного, даже не то что красного, одни красные, а вторые бордовые. Очень такой красивый, глубокий бордовый цвет. Я думаю, тоже будет очень красиво смотреться в работах. Их также в упаковке 40 штук и диаметр у них 12 миллиметров. Ну, еще я давно хотела приобрести вот такую ленту. На ней находится много-много листиков. Я также видела, что их используют для канзаши, делают из них резиночки-заколочки. Я сегодня тоже кое-что сделаю. Если вам интересно, продолжайте смотреть видео до самого конца. Ну и сами тычинки. Такие же тычинки я использовала уже в своих пионах из бумаги. Мне понравилось, как они смотрятся. Они на самом деле смотрятся очень реалистично, поэтому я также взяла себе пару пучков. Тычинки эти ручной работы, и производство у них Таиланд. Ну и куда же без проволоки? Без проволоки мы никуда. Я взяла проволоку флористическую 0,5 мм. И на этот раз она не обмотана бумагой, она просто такая гладкая и покрашена в зеленый цвет. Мне часто задают вопрос, чем я обматываю саму ножку. Так вот, это тейп-лента. На этот раз она мне тоже пришла. С одной стороны она на клеевой основе, и при растягивании она очень хорошо обклеивает проволоку. Поэтому в мелких цветочках без нее никуда. Ну и вот эта прелесть. Тоже тычинки, но у них уже производство Китай. Они матовые, и в них такой красивый фисташковый цвет, что сразу хочется с них что-то сделать. Я взяла 2 пучка, в каждом пучке по 100 ниточек. И в итоге получается, что у нас в одном таком пучке 200 самих тычинок. Ну а так как мы перешли к тычинкам, у меня есть также 2 пучка таких сложных тычинок. Сделаны они на веточке с таким зеленым чашелистиком. И что могу сказать? Эти тычинки очень интересно смотрятся именно с ободками. На них много разных тычинок, собранных в одну веточку. И я также брала такие универсальные цвета, как зеленый и красный. Впереди Новый год. Не знаю, одна я собираю все материалы к Новому году, или вы тоже готовитесь. Напишите обязательно в комментариях, потому что я любитель все затянуть и сделать в самый последний момент. Поэтому все мои ягодки, тычинки в этот раз получились таких красно-зеленых оттенков. Ну а также для пробы у меня есть вот такие маленькие капельки росы. Я всегда хотела сделать росу на бумаге. Мне было очень интересно, как это будет смотреться. Попробую сделать. Они размером 8 мм, серебристого цвета, и в одной упаковочке 25 штучек. Так что буду пробовать клеить их на свои цветочки, как оно будет получаться. Будет ли чем-то хоть чуть-чуть похоже на капельки росы. Ну а также полубусины, которые можно использовать также для бантиков и украшений, вклеивая их в серединку. Беленькие у меня это полубусинка хризантемы, ну и обычные полубусины цветочки диаметром 16 мм. Ну и для серединки у меня есть еще вот такие акриловые розочки.
Тоже не знаю, как буду еще использовать. Я не часто делаю украшения для волос, но чем дальше и чем больше интересных материалов просто появляется на рынке, мне всегда хочется что-то из этого попробовать. Так что будем пробовать, будем экспериментировать. И самое главное, это резинки для повязок. Резинка на сайте есть также разного цвета. Ширина ее 1,5 сантиметра. Я выбрала именно однотонную резинку. Это белая, розовая и красная. И в принципе весь мой заказ уже направлен на новогодние украшения. А так как мы перед Новым годом будем делать с вами венки, свечи, подсвечники, куда же без блесток? Как-то всегда именно блестки ассоциируются с новогодними праздниками. Я взяла себе такие золотые, взяла серебряный. Серебряный диаметром немножко побольше, чем золотой. Ну и белый. Белый вообще мне похож на снег. Он какой-то такой интересный даже на ощупь. И мне кажется, если им задекорировать шишки, они будут на самом деле похожи, как будто бы их посыпали снегом. То, что было в посылке, я вам уже показала. А теперь давайте приступать к такому маленькому и коротенькому мастер-классу. Что я буду делать из ленты с листиками? Я отрезала по 60 сантиметров что ленты и 4 отрезка бечевки тоже по 60 сантиметров. Я срезаю лишний листик, который мне будет мешать, выравниваю все хорошенечко и буду сшивать. Вы, конечно, можете это склеить, но я решила сшить. Я думаю, так будет более надежно. Узелки в этом случае не помогут. Они будут торчать в разные стороны и будет некрасиво, поэтому мы сшиваем или ровненько-ровненько склеиваем. Сшивать можете любыми нитками, которые у вас есть дома. И также любого цвета. Все это потом мы будем закрывать. Теперь нам нужно немножко зацепить наши ленточки для того, чтобы в дальнейшем было удобнее плести косичку. И теперь я все разделяю по краям. Моя лента оказывается внутри. И я начинаю плести косичку. Я ее сильно не затягиваю и не делаю сильно свободной. Стараемся плести таким образом, чтобы лепестки были сверху и лежали у вас красиво. Потому что при плетении можно лепесток вкрутить вовнутрь нашей косички. Он будет какой-то такой завернутый, находиться где-то внутри. И по итогу будет некрасиво. Не спешите, аккуратненько плетите свою косичку. И так мы делаем до самого конца. Вот так у нас должно получиться, и по итогу у меня все-таки оказалось лишним где-то 9 сантиметров. Поэтому отрезайте не 60 сантиметров ленты, а лучше 50. Я точно так же аккуратненько прошиваю и срезаю лишнее. Срезаю также сам лепесток для того, чтобы он потом нам не мешал. И у нас получилась уже вот такая красивая заготовка. Теперь вы можете экспериментировать и цеплять на нее все, что хотите. Но нам нужно еще сделать, чтобы наша косичка хорошо держалась на волосах. Поэтому я буду использовать резинку. Резинку, конечно, лучше использовать тоненькую. У меня, к сожалению, дома нет даже самой обычной простой резинки черного цвета. Белая сюда смотрится некрасиво. Поэтому я на время возьму резинку, на которую мы делаем с вами повязки. Она, конечно, сейчас широкая, но я буду приклеивать, и когда я куплю резинку тоньше, я переделаю. Ну, а так как хочется вам показать, как это все закрепить, буду делать с этой резинки. Но вы имейте в виду, лучше использовать резинку тоньше. Так вот, я беру кусочек резинки 10 сантиметров, приклеиваю ее к нашей косичке, и так как она у меня широкая, я края загну вовнутрь. Мне так хотелось во время работы свою резинку склеить посередине, но я понимала, что у меня она просто не будет растягиваться, поэтому оставляю так. Подклеиваю края. Вы же можете использовать не клей, можете использовать нитки и все хорошо пришивать. Приклеили нашу длинную резинку, теперь берем небольшой кусочек, у меня получилось где-то 2 сантиметра, и мы будем закрывать с вами наше соединение. Вы же можете использовать любую ленту, даже не резинку, а ленту такого же цвета и обклеить верхнюю часть. Тем самым мы с вами закроем соединение, и у нас все будет крепко держаться. И вот что у нас должно получиться. Таким же образом мы закрепляем нашу косичку и с другой стороны. Нам нужно задекорировать. Я буду использовать вот такой бантик, делая я его из глиттера. И как сделать такой бантик, я вам покажу через несколько видео, так же как и впереди я покажу несколько видео по созданию разных бантиков. А пока что берем готовый бантик, который у вас есть, или вы захотите вообще цветочки какие-то туда прицепить, это уже все смотрите сами. Я же решила прикрепить вот такой бантик. Намечаю, где он у меня будет,
и буду приклеивать. Я почему-то думаю, что он у меня никуда не отвалится, никуда не убегит, если вы не собираетесь его очень сильно дергать. Поэтому наносим аккуратно клей, чтобы он нигде не вылазил. И точно так же свой бантик я приклеиваю и дальше на саму косичку. Так сказать, посильнее и понадежнее мы все закрепляем. И самое главное, не наносите очень-очень много клея, иначе у вас все повылазит и будет некрасиво. Все приклеили, все закрепили, и у нас получается вот такое милое украшение для волос. Ну а также, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до новых встреч. Пока-пока!